Здорово всем, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. И сегодня я вам расскажу о том, как выжить в тюрьме, что там можно делать, что нельзя, какие есть моральные устои, такие правила основные. Видео это будет основано на частых вопросах, которые мне задают. Люди почему-то постоянно собираются в тюрьму, уж не знаю зачем. Ну, может быть, есть у них причины. Это будет такая, не то что инструкция, в общем, основные правила. Просто очень часто спрашивают меня, я решил ответить, так сказать, вот этим роликом. Немного о себе для тех, кто впервые на моем канале. Я человек, который провел 12 лет в местах лишения свободы, чем я не горжусь. Я являюсь таким неким консультантом по этим вопросам. Я просто рассказываю свой опыт, рассказываю то, что я видел. Видео несет никакой пропаганды, агитации. Я за свободную, спокойную, мирную жизнь, чем и пытаюсь вас смотивировать своей такой вот жизненной позиции, изменить свою жизнь, как это сделал я. Давайте начнем. Так, несколько, наверное, приведу примеров, как люди пишут мне, зачем. Есть две категории, кто пишут. Первый, это у кого скоро вот-вот будет суд, кого посадят. Да? А вторые это мечтатели. Знаете, у нас такая, не знаю, то ли, не то жизненная позиция, как сказать, в общем, такой менталитет, что ли. В общем, людям интересно то, что происходит за забором. И, знаете, раньше было намного больше сидевших людей, чем сейчас. Ну, может, время такое было. Вот. И часто очень мужчины примеряют на себя вот роль такого сидельца. Может быть, смотрят мои ролики, представляют, как они там в хату заходят и ведут себя как-то вот, ну, так же, как в моих рассказах. Я думаю, вот причина в этом. А вы напишите обязательно в комментариях, почему людям так интересна эта тема. Вот. А я вам пока начну рассказывать. Итак, возьмем первый пример. Давайте возьмем второй пример. Когда люди просто так спрашивают, например, а вот что со мной будет, если я попаду, я, например, вот охранник, да? Вот давайте вот за это возьмемся. В общем, есть ряд профессий, за которые, не знаю, как сейчас, раньше был спрос. Спрос такой чисто формальный, в основном просто человеку показывали, ну, сразу его рамки, да, то есть это охранники, в ЧОПе, там, не знаю, сторожа, там еще кто. Такое же отношение к контролерам, которые работают вот на этом, на этой... А билеты, где эти продают, на линии, там, где эти автобусы, троллейбусы ездят, короче, вот. Можете писать все, что хотите, что это долбоебизм. Не я эти законы придумал, я вам еще раз повторю, я как проводник по ту сторону, я вам рассказываю, почему, не почему так, почему, я не знаю. Почему приравниваюсь к менту? У меня есть, конечно, объяснение этому, но объяснение опять тех же людей, которые мне это там рассказали, я за что купил, зато продал. Я не знаю, почему это так было придумано. Приравнивается к менту, потому как если охранник кого-то ловит, он вызывает ментов. А контролеры тоже, если ловили без билетчиков, там сдавали их в ментовку. Вот из-за этого. Там кто-то будет писать, что я честный охранник, я никого не сдавал. Но давайте будем откровенны, если, допустим, человек будет присутствовать, вот он охраняет гаражи, и там видит по камерам, что в гараж, взламывают, открывает, да, он что будет делать? Он будет ждать, пока они что-то спиздят, а потом ему придут и дадут по башке? Ну, конечно же, нет. Он вызовет ментов, и, он для этого там и есть. Все, на это, тоже давайте, на ваш суд оставляю. Кстати, ребят, что хотел сказать, не забывайте, что есть у меня закрытый канал в Телеграме, где я рассказываю дохуя, что не могу здесь рассказать. Очень многие темы мы обсуждаем, в том числе и политические, и там разного рода. Если вы хотите получить доступ к этому контенту, посмотрите видео по ссылке в описании, там будет инструкция. И также я возродил телеграм-канал открытый. Ну, извините, там общаться нельзя. Если в закрытом канале мы общаемся постоянно в открытой беседе, мне там непосредственно люди вопросы задают по тем или иным вопросам, в которых я, так сказать, разбираюсь. В открытом телеграм-канале, на него будет ссылка в описании, там просто я отвечаю на какие-то вопросы, коротенько, там, если кто-то их задал в комментах, в общем, на то, что не стоит снимать целый ролик. Так, дальше. Если кто-то там спрашивает меня, я служил пожарным в МЧС, адвокатом.
Такие люди, которые на госслужбе были, они сидят отдельно. Почему? Потому что, блядь, так придумано, опять же. Видимо, есть на это причины. Иногда случается, правда, да, что и мент попадает на обычную зону. Кто-то говорит, видел, не видел. Бля, я ни разу не видел. Но хочу вам сказать так, что я видел на московской тюрьме, как, допустим, бывшего мента чуть не отпиздили, грузины. Когда он сказал, что он сидит в просто ментовской хате. Там даже не слушали, чем он занимался в ментовке. Так, в общем, смотрите, люди, которые примеряют там на себя, вот, а что там будет со мной, а если я вот это, дальше, еще одна категория, наколки. У меня вот такая наколка, Есть прям буквально несколько наколок, которые колоть нельзя, и то я у некоторых арестантов старых, тоси-боси, отписочка внизу, лайк поставьте, пока рассказываю, на канал подпишитесь, ребят, и в колокольчик ёбните, чтобы не пропускать видосы про эту тему. Есть ряд наколок, их немного, которые могут колоть, как бы, сами понимаете, кто. И даже сейчас настолько нет спроса за наколки, что я видел даже у простых рядовых арестантов вот эти, так сказать, запрещенные даже в криминальном мире, только определенным людям положенные наколки. Сейчас даже петух может себе наколоть звезды вот эти вот там отрицаловские или там что-то еще такое. Спроса нет за наколки. Это уже давно этого спроса нет. Давайте теперь перенесемся ко второй части. В общем, люди, которые сейчас находятся под следствием, и либо там вот-вот они должны заехать. Мне и такие люди пишут. Буквально вчера мне пришел вопрос. Опять я на него не стал отвечать. Человек написал, что типа настоебало уже. Я ему пишу, да, мне надоело. Я понимаю, с одной стороны, людям страшно, и им хочется, чтобы, может быть, я их немножко успокоил. Он скажет, в основном происходит так, сейчас большинство сидит по 228, вот. За редким исключением люди пишут, там, какая-нибудь там драка, еще что-то. Но, как правило, люди, которые сидят за драку, они у меня ничего не спрашивают, потому как они уже готовы к последствиям. Вот. В основном спрашивают те, кто по барыге заезжает, по барыжничеству. Да, это всегда была неуважаемая статья, несмотря на то, что сейчас она называется типа народная. Вот. Это, нет, роли не играет. Она всегда была неуважаемая. И, короче, человек спрашивает, что со мной там будет. Когда последнее... Смотрите, информация у меня такая, инсайдерская. В общем, информация... Последний раз я освобождался в конце 2017 года. Сейчас все поменялось, и в том числе, потому что там тоже как бы медленнее, чем здесь все, но меняется. Вот, и спрашивают, типа, блин, Серег, вот ты же рассказывал там, что там надо платить, типа, и так далее. Вот, а что мне делать, как мне там быть? Это один момент, да, как вот людей интересует, как с них будут вымогать деньги. Вот с барыг, закладчиков там с барыг. И второй момент их интересует, они говорят, а я вот, короче, сдал еще своего подельника, вот, то есть я из-за этого сейчас на подписке, подельник у меня сидит, вот, а мне сейчас, тоже заезжать, мне уже там реальный срок, там маячить, там, короче, вот так и так, что со мной будет? Я всегда отвечаю и скажу вам так, ребят, кто смотрит. Я не умею предсказывать будущее. Я не знаю, что ты за человек. Я не знаю, к каким людям ты попадешь. Я не знаю, какая там ситуация будет. И, в общем, я не знаю. Но приблизительно я хочу сказать, что ничего страшного, и ничего смертельного там не будет. Будет как будет. Так сказать, прими просто свою судьбу. Ты же раньше не спрашивал у меня, Серег, а что мне будет, если я буду закладки раскладывать? Что мне грозит? Какой мне грозит срок? И что со мной будет в тюрьме? Я бы тебе сказал, блядь, и сказал, что не надо этого делать. А сейчас, когда, так сказать, уже подвели, да, там, хуй к попе, то есть, то все, уже, как бы, что мне делать? Я боюсь в тюрьму садиться. Зачем тогда ты что-то делал? Зачем ты закон нарушал? Ходил бы на работу, женись, детей заводи. Мы против, я и, как бы, есть еще один человек. Я всегда ссылочку к нему кидаю и ссылочку оставлю в описании. Канал моего
хорошего товарища Станислава Андреевича, тоже по этой тематике, он рассказывает, вот, на свободе гораздо больше, чем я, молодец, оставлю ссылку, переходите, хороший канал. Вот, то есть, блядь, мы всегда как бы, ну, за то, чтобы люди не совершали наших ошибок, но люди, уже совершив их, обращаются к нам, а что мне дальше делать? Ну, теперь ничего уже, как бы, ну, от того, что я тебе скажу, допустим, что, да не ссы, братан, сейчас там все будет нормально, да, там, как бы, не переживай, там, не крокодил, они тебя не съедят. А ты потом зашел, тебе там пиздец настал, а ты такой, блядь, плюшка, наебал меня. И я еще виноватым останусь в том, что ты сел, блядь, ты сел, и еще тебе там хуево. Ну, вот будет как будет. Итак, ребят, это вот один момент, второй момент, блядь, уже 5-й, 10-й, то все, блядь, не знаю, что. Вот, за барыжничество. Когда я в 2014 году был на СИЗО, пятерки, водник Москва, в общем, да, там прям грузили, пиздили. Что делать в таких ситуациях? Вы знаете, это было всегда, ну, не так, как сейчас, конечно, но не так давно стали бабки вот крутиться в зоне. Времена изменились, об этом как-нибудь тоже сделаю, я назову этот ролик «Коммерция в зоне». Вот. Кооператив тюрьма, блядь. Но как только там стали появляться бабки, там сразу тех, у кого есть возможность какая-то, стали хуяк прикручивать, вот. И, ну, а барыжничество очень такой повод серьезный доебаться до человека, вот. И какой вариант, блядь, не платить? Просто сказать, ну, у меня нет денег. Я не буду платить. Блядь, не знаю, ну, убить не убьют. Ну, блядь, что, отъебитесь от меня. Нет денег, где я их высру, что ли? Но, понимаете, дело в том, что сами вот барыги, закладчики, они, соответственно, употребляющие и так далее, они не могут так сказать. Нет, это другая категория преступников, не та шпана с улицы, как я, например, там, да, или там другие люди, которые выросли на улице и совершали другого рода преступления. Нам нечего предъявить, и мы, блядь, видели столько, что как бы, ну, можем за себя постоять, да, и словом, и делом. Это другая категория людей. Итак, соответственно, как бы, ну, по поводу платить, не платить, у меня есть ролик на канале, называется «Вымогательство в тюрьмах». Можете посмотреть этот ролик. Но теперь, подводя итог, теперь самые главные правила. Самое главное, знаете, какие правила, ребят? Правду говорить. Всегда быть собой и не бояться. Это уже, блядь, старая истина, она придумана. Не верь, не бойся, не проси. Ничего не пизди там, во-первых, лишнего. Не рассказывай, что я там когда-то тогда-то, там, не знаю, там, спиздил магнитолу. К примеру, да, бля, я все мыслю такими преступлениями, знаете, из реально там начала нулевых. Кому эти нахуй магнитолы сейчас нужны, блядь? Ёпты. Ну, ладно, к примеру, это я как будто вот к молодежи обращаюсь, а молодежь-то уже не пиздит, блядь, магнитолы. Ну и слава богу, кстати, блядь, вот, пускай стоит. Там, ну, к примеру, ну, такое, не надо ничего рассказывать. Ничего не рассказывать, скажи, вот случайно как бы решил другу помочь, там, он сказал, можно заработать, там, так, вот за это попался. Не надо хвалиться, какой-то был охуенный, блядь, криминальный элемент на свободе, потому что там очень много подсадных уток. Вот, не верь, не бойся, это не надо никого бояться, там такие же люди, как и ты, абсолютно, как и я, там, и они не крокодилы, они не людоеды, убить не убьют. Бывает редкий случай, когда там, ну, какое-то убийство вообще в зонах, это, ну, и в тюрьмах, это, блядь, это из ряда вон выходящее. Да, могут там тебя как-то принизить, но надо свое мужское, мужицкое взять в кулак, как бы, блядь, уметь постоять за себя. Ладно, суть, на самом деле, это могут тоже далеко не все. Про то, что не проси, да, лучше ничего там не проси, потому что ты можешь, блядь, что-то спросить, и потом скажешь, должен 2 раза больше. Лучше ничего не проси, лучше перетерпи. Если тебе хочется конфетку съесть, шоколадку, там, не знаю, еще что-то закурить. Вот. Чужое не бери там ни в коем случае, но это, я думаю, всем понятно. Самое главное, это всегда говорить правду. Ну, за исключением того, что там, вот я сказал, там, да, там, про то, что ты там что-то совершал, то есть, да, то есть, правду в том смысле, вот хочу сказать, быть собой. Не надо строить из всякого, просто будь собой, будь честным, там,
Не играй никакие роли. Вот в чем хочу, как бы, вот это вот, блядь, как сказать, сформулировать. Вот правда, в моем понимании, вот так вот. Быть собой, быть честным. То есть не накруживать балду, не вписываться ни в какую хуйню. Там, что-то тебе там предложат. Не, ребят, спасибо, я не хочу. Ну, как бы, не для того, чтобы там, как бы, блядь, я даже не знаю, как это объяснить, ребят, серьезно. Но просто надо быть аккуратным и честным. Вот так вот. И все. Люди это чувствуют в любом случае. Кем там, ну, если ты даже сидишь, забарыжишься, главное, что они там не за износ, там, не за педофилию, не за какую хуйню такую, то все это почувствуют по итогу, как бы, и, ну, все, и от тебя отстанут. Потому что поймут, что ты, как бы, ну, такой трушный. По итогу, да, ты там встрял, там, ну, бля, по молодости, юности лет, что-то там, блядь, полез куда-то, что-то, ну, там, барыжил, не барыжил, там, блядь, но увидишь, что ты, блядь, пацан нормальный. Вот. Будь как бы нормальным человеком. Везде надо быть нормальным человеком. Но, ребят, я надеюсь, что вам эта инструкция никому никогда не пригодится, блядь. Ну, да, от тюрьмы и сумы не зарекайся, но я надеюсь, что она никому не пригодится. Это я снимаю реально, как бы, блядь, больше для тех, кто вот уже сейчас со дня на день там поедет, он уже что-то натворил. Или для тех, кому просто интересно, кто себя воображает там каким-то, блядь, Сильвестром Сталлоне, блядь, в карцере, где он загорает свет, и он говорит, Леона 510, блядь. Вот эта хуйня. Вот такие дела, ребят. Я вам всем желаю здоровья. Не знаю, что еще вам пожелать. Сейчас, мне кажется, сейчас самое главное — здоровье. Вот, берегите себя, берегите свою жизнь, она у нас одна. И не занимайтесь никакой хуйней. Вот от меня эти истории послушайте, если вам интересно. А теперь в конце уже можете поставить лайк, подписаться на ВК, ну, на канал, само собой, потом на ВК, Инстаграм, на мой второй канал, там, ну, лайв-канал, и также там проходят стримы по GTA RP. Я сейчас, кстати, в сообществе у Хованского, блядь, тамплиера, мы сейчас будем с ним вместе мутить контент. Вот. Ну и на все соцсети, тиктоки там и так далее, ничего зашкварного, просто как бы поднимаю людям настроение и, ну, не занимаюсь никакой херней. Все, ребятки, давайте, увидимся, всех благ.